Наташ, открывай. Наташа, ты обещала дать, Наташ. Дай хотя бы посмотреть. То придется дверь сломать, она какая-то хлипкая. Наташ, я знаю, что ты там, Наташ. Я не уйду. Наташа. Всем привет! Сегодня у нас будет очень необычный обзор, хотя, учитывая обстоятельства, можно было бы даже назвать его предварительным обзором, и не только потому, что мне одной из первых в мире достался в личное пользование новый Apple MacBook, и не только потому, что Вилса, узнав об этом, прилетел в Киев и сейчас караулит у меня под домом, а еще и потому, что я одна из первых умудрилась угробить этот ноутбук, и сейчас он уже не работает, так что видео можно было бы, наверное, заканчивать на этом. Но по счастливому стечению обстоятельств мы все-таки успели сделать все необходимые тесты и замеры, даже отправить их в Twitter. Так что мне все-таки будет о чем вам рассказать. Итак, сегодня у меня на обзоре новый MacBook. И для удобства, и чтобы вас не путать, я буду называть его MacBook 12. В закрытом состоянии двенашка мало отличается от своих воздушных собратьев. По крайней мере, наш серебристый, а будет еще золотистый и Space Gray. Мой Space Gray. А ну еще знакомые с техникой Apple обратят внимание на зеркальное яблочко, как на айпадах и айфонах, вместо белого пластикового, которое раньше светилось. А теперь, соответственно, нет. Искать свои в Starbucks теперь станет куда сложнее. Ну, зрада! Хотя у нас же нет Старбакса. Так что, в общем-то, все равно. В остальном же все такой же алюминиевый Unibody корпус, который стал еще тоньше, 13,1 мм в самом толстом месте, что, например, меньше, чем у оригинального iPad, до 3,5 мм в самом тонком месте, а у Air было от 17 до 3. Вес в 910 граммов почти на 200 меньше, чем в 11-дюймовом воздухе, и практически равняется весу самого первого iPad со смарт-кавером, что, конечно, впечатляет. При живом сравнении тотального превосходства 12-ки нет. Да, он чуть тоньше, чуть легче, чуть короче, но не так, что вот прям изменить ваш сценарий использования ноутбука. Так и не решились таскать с собой повсюду Air 11, потому что тяжело и великоват. Не решитесь таскать и MacBook 12. К тому же все превосходство в весе и размерах с легкостью могут убить различные переходники. Apple всегда тянула в сторону минимализма, но в этот раз они дали мощный крен. На ноутбуке нет ни одного стандартного USB, просто чудом вышел 3,5 мм разъем под гарнитуру. А так в наличии всего один порт нового стандарта USB-C, который используется как для подключения периферии, так и для зарядки. По удобству это даже круче, чем Lightning, так как шнур можно вставлять не только любой стороной, но и любым концом. Наконец-то в будущем можно будет избавиться от кучи зарядок и брать с собой в поездку одну, заряжать от нее ноутбук, смартфон, подключать павербанки, но тут есть одно но. Вряд ли Apple избавится во всех своих продуктах от недавно вышедшего Lightning в пользу Type-C. Да, конечно, это произойдет, но вот когда? Легкий намек на это дает входящий в комплект адаптер питания с поддержкой двойного вольтажа 14,5 и 5,2 с амперажом 2,4 для зарядки планшетов и смартфонов. Но когда конкретно, непонятно. Ведь еще не все деньги заработаны на фирменных опциях. И еще одно. Как вы думаете, какое количество аксессуаров есть сейчас под данный тип разъема, помимо Apple'овских переходников? Ладно, не ломайте себе голову. Одна флешка на 32 гигабайта от SanDisk. Кстати, именно из-за USB-C мы вынуждены показывать вам ноутбук с выключенным экраном. Изначально тут было установлено OS X 10.2.2, он там накачал обновлений, перезагрузился и выдал окошко о том, что данная версия ОС не будет работать на этом железе. Тут ничего удивительного, это все-таки тестовый образец, продажи еще не стартовали, и Apple таким образом решили себя обезопасить от преждевременных обзоров. Но меня не так-то просто остановить, когда речь заходит о MacBook'е. Резервной копии не было, онлайн-восстановление также не давало возможности вернуть все как было, упорно утверждая, что у вас уже установлено ОС, хотя к тому времени хранилище уже было отформатировано. Был последний шанс найти флешку или переходник, залить на нее нужную версию OS X, но таких в стране просто не оказалось. Так что даже если вас устраивает наличие одного порта и вы готовы потратиться и перевести всю свою периферию на Type-C, пока такой возможности сделать нет, нужно будет подождать
как минимум пару месяцев. А пока добро пожаловать в осьминожьи щупальцы адаптеров по 79 баксов. Нужен USB, HDMI и еще один Type-C для зарядки. There is an adapter for that, как бы говорит нам Тим Кук, практически словами Стива Джобса. Причем можете купить один такой адаптер и еще один за 19 UE с полноценным USB, получить целых 2 полноценных USB. А если вам вдруг нужно 3 USB, как будто какому-то психически нормальному человеку это может понадобиться. Так вот, вам всего-то надо купить 2 наших революционных переходника по 79 UE, подключить к ним еще один за 19, и у вас 3 полноценных USB и полуметровая колбаса из проводов. Постройте самую длинную сосиску из наших адаптеров, и мы вышли вам карточку в App Store номиналом 100 UE. Мы стимулируем наших пользователей к творчеству. Be inspired, be creative. Ну а если серьезно, хорошо, что именно Apple, а не какая-то, скажем, корейская или тайваньская компания выводит этот стандарт на рынок. Производители аксессуаров, скорее всего, оперативно подтянутся, и нас уже скоро завалят анонсами периферии. Китайцы придумают переходники с Type-C на одном конце и microUSB или обычным портом на другом, более компактные переходники, всякое такое. Но пока Apple напирают на использование беспроводных технологий во всем: облачные хранилища, AirDrop, AirPlay. Но тут у меня есть один комментарий. И AirDrop, и AirPlay, не говоря уже про куцы облачные сервисы, работают, скажем так, не очень. Так, может быть, ребята, стоит уже их наконец-то починить? В общем, понятно, что рано или поздно все ноутбуки будут такими. Ну, а вы уже, если решили стать первопроходцами, то придется немного помучиться. Пусть вас утешает то, что и Колумб не в бизнес-классе путешествовал. Ах и да, не стоит играть вокруг новенького макбука в горелке или квача, так как MagSafe покинул здание. Ладно, после 5 минут пришло время открывать ноутбук. Ох, красиво! Единственное спорное дизайнерское решение — это тройной подбородок дисплея а-ля HTC M со сплошной полоской с надписью MacBook. А впрочем, нет. И это выглядит круто. Что бросается в глаза — это полноразмерная клавиатура, расположенная от края до края с минимальными отступами. Присмотревшись, замечаешь, что клавиши как-то очень невысоко выступают над корпусом, и первое желание, которое появляется, на них нажать. И по ощущениям это, как если положить на стол слой тонкого гофрированного картона и продавить его. Приблизительно такая у них глубина хода. Благодаря новому механизму с красивым названием «бабочка» вместо банальных ножниц, кнопки не наклоняются, в какую бы их часть вы не нажали. То есть, если надавить на самый краешек длинной кнопки Shift, он не наклонится, а нажмется полностью. В общем, печатать на ней можно, а после пары недель адаптации печатать быстро. Так же, как и на любой другой. Она однозначно удобнее на экранной или той, что встраивает в некоторые чехлы для планшетов. Глубина хода, пожалуй, схожа, но при этом она такая вся сбитая, крепенькая и очень тихая. Но если бы я выбирала эту клавиатуру или ту, что в Air, то я бы выбрала такую, как тут, но с ходом клавиш, как в Air. Подсветка клавиш реализована по несколько другой технологии, работает равномерно, выглядело это красиво. Жаль, показать я вам не могу. Клавиши черные, из шероховатого пластика, очень маркие, но это уже традиция. Тачпад по ширине занимает чуть ли не половину ширины корпуса. И теперь это просто сенсорная панель без встроенной под ней кнопки. Она, видимо, просто не вошла по толщине. Но Apple не были бы Apple, если бы не придумали способ, как нас всех провести. Тут используется технология Force Touch, и при сильном нажатии срабатывает вибромоторчик, который имитирует клик кнопки. Делает он это настолько искусно, что если бы я не смотрела презентацию, то так и считала бы, что тут обычный механический тачпад, который, кстати, в остальном, как всегда у Apple, практически идеален. Так что мышка совершенно точно вам не понадобится. Дисплей диагональю 12 дюймов, вписанный с минимальными сантиметровыми рамками по краям. Выполнен по технологии IPS с разрешением 2304 на 1440, что дает PPI 226. И вот это, ребята, настоящая жемчужина MacBook. Все мы из года в год ждали выхода Air с
ретиноэкраном. Но все так же из года в год нас продолжали пичкать посредственными TN-матрицами с невысоким разрешением и с плохими углами обзора. Тут же, под каким углом ни посмотри, изображение воспринимается как нарисованное. Ну, сейчас оно такое и есть, но в жизни с углами обзора тут все очень хорошо, уж поверьте. Контраст 745:1, что чуть ниже, чем у 13-й ретина прошки, но существенно лучше, чем у Air. Нареканий к глубине черного тут нет. Максимальная яркость 338 кандел на метр квадратный. Она сопоставима со всеми остальными ноутбуками от Apple, и несмотря на глянцевый экран, благодаря неплохому антибликовому фильтру ноутбук можно использовать и на улице. Минимальный уровень яркости 5 кандел на метр квадратный. Вполне комфортен для использования даже в полной темноте. Цветопередача естественная, дисплей откалиброван по традиционно высоким Apple-овским стандартам. Высокое разрешение требует высокой производительности, и вот к ней после презентации было немало вопросов. Все дело в том, что тут используется двухъядерный энергоэффективный Intel Core M в базовой модели с частотой 1,1 ГГц с повышением до 2,4 ГГц в режиме Turbo Boost. Той, что подороже, 1,2 ГГц с разгоном до 2,6. И как опция и там 1,3 с разгоном до 2,9. Ходили слухи, что вот, мол, этот процессор даже слабее тех, что устанавливают в смартфоны. Короче, в тесте Geekbench наш вариант на 1,2 ГГц набрал 5567 баллов, на 700 больше, чем мой Air 2013 с i5 на 1,4 ГГц. Графическое ядро Intel HD Graphics 5300, все-таки немного слабее HD 5000 в i5. Разница в производительности составляет 20% в пользу старичка при одинаковом разрешении. Так что, как и на Air, можно поиграть в Diablo 3 с не самыми высокими настройками графики и разрешением 1280 на 720, но не более того, эта машинка явно не для игр. Но в повседневной работе проблем с производительностью я не заметила, скажу честно, ожидала худшего. Yosemite достаточно живо ворочалась на этом железе, встречались кое-какие подлагивания в анимациях, ну, ничего критичного, на iMac тоже такие бывают. Благодаря 8 гигабайтам оперативной памяти, этот объем зафиксирован, его изменить нельзя, подходит ноутбук и для несложного видеомонтажа. Я на своем Air не раз монтировала видеоблоги и выкладывала их на свой канал, так там проц хуже и памяти 4 гигабайта. И подходит и для ретуши фотографий. В общем, все, что не связано с 3D, ему вполне под силу, особенно с топовым процессором. Объем базового SSD хранилища составляет 256 гигабайт, но будет вариант и на 512. Apple говорит, что скорость накопителей выросла в 2 раза, но проверить это мы, к сожалению, не успели. Ну, а теперь вишенка на тортике. Несмотря на свою неплохую производительность, MacBook 12 работает без единого вентилятора в системе охлаждения. И при этом даже под нагрузкой. После часа игры температура корпуса в самом горячем месте сзади составила 38 градусов, а клавиатуры 35, холоднее гудящего Air с активным охлаждением. Температура же процессора составила 60-63 градуса, так что и о тротлинге, сбрасывании частоты речи не шло. Разобранный MacBook в разрезе выглядит как огромная батарея с маленькой платкой, на которой расположены все комплектующие посередине. По заверениям Apple, при разработке этого ноутбука ими были изобретены новые виды слоеных батареек, которые можно засовывать в самые недоступные плоские места. В общем, видимо, благодаря этому мы имеем емкость батареи 39,7 Вт-часов, что даже чуть больше, чем было в толстом и огромном Air 11. А нет, он тоже легкий и компактный, и системная логика занимает там больше места. Но, впрочем, важна не емкость, а то, сколько ноутбук работает. И с этим тут все, как обычно, хорошо. У нас получилось около 10 часов работы с интернетом, онлайн-видео и по Wi-Fi, и около 3 часов в играх. Так сказать, золотой стандарт для ультрапортативных ноутбуков Apple. Вот бы они его и на iPhone распространили. Да. Как только Тим Кук вынес это устройство на сцену, я сразу побежала размещать объявление о продаже своего 11-дюймового Air. И не потому, что меня впечатлил корпус или новая клавиатура, конечно же, основное это экран. И если бы Air просто установили Retina дисплей с диагональю 12 дюймов в корпус от Air, уменьшили бы рамки, установили бы Core M, оставили бы при этом вес, габариты и порты, возможно, такой ноутбук понравился бы мне даже больше. Но компромиссы — это, видимо, не путь Apple. Уж делать новый ноутбук так делать, резать так резать. И они сделали. И да, он не идеален, но все же, как по мне, один из лучших среди компактных решений. Альтернативы есть на том же Core M на Windows, но несмотря на наличие в них портов, я уверена, что у них будет гораздо больше количества недостатков. Или один, но куда более существенный — время автономной работы. А пока
Пока я буду продавать свой Air и копить на MacBook 12. Кстати, разница между ними со схожим объемом хранилища в 300 УЕ. И можно сказать, что в моей жизни начнется новый этап, когда я буду пытаться жити по-новому, без пут, без проводів, как советует нам Apple. А мы, как получим полноценный экземпляр, если ничего в нем не сломаем, снимем еще коротенькое видео про игры, расскажем про динамики, которые толком не успели прослушать, ну и в целом про более продолжительный опыт работы. А вы ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал.